Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Знаете, какой вопрос чаще всего задают в комментариях? Правильно. Что делать с обрезками шелка, как работать с тонкой тканью и как поступить с эластичной тканью? Эти лоскутки такие красивые. Но в традиционном лоскутном шитье их очень сложно использовать. Но оказывается, есть прекрасный выход. Будем шить в технике Crazy по основе. Из своего опыта скажу, что в одном блоке лучше собирать лоскутки в одной цветовой гамме. К примеру, собрать все вместе красно-оранжевые тона. В центр поместим самый красивый лоскуток и потихоньку начнем обшивать его другими лоскутками. Самых разных лоскутков у нас вагон и маленькая тележка. Поэтому мы ничего специально не выкраиваем, просто подбираем по длине. Технология работы самая простая. Пришили, отогнули, отстрочили, закрепили дополнительной строчкой. Следующий лоскуток укладываем в продолжение стороны. Центральная деталь может быть разной формы. И треугольник, и четырехугольник, и пятиугольник. Приветствуются неправильные формы. Шить две одинаковые детали просто невозможно. И еще подсказка. Если у вас остались только мелкие детали, их можно отдельно шить между собой в длинные ленты и потом работать уже с ними. А для другого блока возьмем ткани в розово-сиренево-фиолетовой гамме. И также обшиваем центральный кусочек. Знаете, при работе в этой технике хорошо смотрятся узкие полоски. Получаются интересные цветовые сочетания. И когда мы работаем в одной цветовой гамме, потом все эти лоскутки сливаются в одно большое цветное пятно. Знаю, что многие не любят работы из лоскутков именно за мешанину цвета. А здесь можно спокойно работать, результат будет прекрасным.
Когда-то я уже шила в такой технике большое лоскутное одеяло, но там для себя я сразу же придумала историю. Это у меня драгоценные камни. Голубые и синие — это топазы и сапфиры. Красные — это рубины, а зеленые — изумруды. А сейчас у нас розово-фиолетовая гамма. Значит, это корунды и аметисты. Представляете, не лоскутное одеяло, а россыпь драгоценных камней, каждый из которых сверкает и переливается. Картинку эту держим перед глазами и шьем. Да-да, золото, бриллианты. Так, какие там у меня дальше драгоценные камни на очереди? Зеленые. Ну, изумруды. Будем шить блок со всеми оттенками зеленого цвета. Я вам уже говорила, что мечта любой женщины хоть раз в жизни с большой хозяйственной сумкой сходить не в продуктовый магазин, а в ювелирный. Блоки мы собираем потихоньку, не торопясь. Помним про то, что быстрота нужна только при ловле блох. И быстро только кошки родятся. Любое хобби должно быть в радость. Пока шьем, отдыхаем, разгружаем мозги от ненужной информации. Мне многие девочки в комментариях пишут, что мои видео их успокаивают, у них улучшается настроение и нормализуется артериальное давление. А почему? Да потому, что мы никуда не спешим, ровно и спокойно дышим, занимаемся интересным делом, собираем головоломку. Не будьте на нас в обиде, лавровый венок в разобранном виде. Если кто помнит, то после этих слов счастливчику дарили пачку лаврового листа. Когда готова очередная партия блоков, их тщательно проутюживаем. Вот здесь надо действовать очень аккуратно. Ткани у нас тонкие, плавкие. Лучше всего проутюживать заготовки через влажную ткань. Или же утюжить с изнаночной стороны. Там у нас стоит хлопчатобумажная ткань. После этого заготовки надо тщательно подровнять и отрезать лишнюю ткань. Мои самые внимательные, самые лучшие зрители, конечно же, помнят, что чуть раньше мы уже сшили несколько блоков такой техники. Давайте прикинем, примерно посмотрим, как они могут смотреться вместе. Ну что, очень даже интересно.
Все блоки яркие, сочные и очень аппетитные. Но маловато будет. Красных и оранжевых тканей такого качества у меня больше не осталось. Но есть другие цвета. Так что будет день и будет пища. Чувствую, что сейчас кто-то скажет: ну и что здесь такого в этом видео? Девочки, это возможность просто потрындеть, поболтать ни о чем. Так что заходите почаще. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить мое новое видео с продолжением. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!